Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу разобрать, какие у меня позиции были на прошлой неделе. Итак, открываем евро. Тут я уже сразу отметил наш ФВГ. Это у нас 13 ноября, и как раз у нас свеча на 9 утра. Переходим на 15-минутный таймфрейм. Смотрим, что у нас будет на открытии Франкфурта. Франкфурт открывается в 10 часов. Ну, по моему таймингу. У кого-то может быть другой тайминг. У меня сейчас UTC плюс 3. Вот мы видим, что у нас ровно в 10 часов на открытие Франкфурта наша цена зашла в ФВГ, в зону ФВГ. Перехожу на 5-минутный таймфрейм, смотрю, что будет дальше с целью поиска точки входа разворотной формации. Так, параллельно я хочу наблюдать за Dixie. Смотрите, у нас здесь свеча 10.25. Я уже отмотал, заранее просто подготовил. Но чтобы вы понимали, вот эта свеча 10.25. У нас в 10.45 происходит перекрытие вот этой свечи, то есть мы собираем ликвидность. Мотаю график. Вот эта свеча в 10.45. Когда у нас Dixie делает свип, а евро свип не делает, то вот это вот называется у нас SMT. Вот это называется SMT. И получается у нас тут происходит поглощение, и у нас Dixie пойдет наверх. А уже евро не нужно делать пересвип, потому что Dixie и евро, они имеют взаимосвязь, и мы будем искать на евро разворот. Я переключусь на 3-минутный таймфрейм на евро. Так, эту полосочку удалю. Тут я уже заранее просто видел, я заранее отметил, чтобы вы понимали, на суть в чем вы увидите. У нас происходит слом, и вот здесь вот нужно искать вход в позицию. Мы можем сразу поставить его вот так вот, стоп кинуть вот за эту зону. И тянул я... Куда я тянул? Куда я тянул? Сейчас перейду на часовой таймфрейм. Да, тянул я на снятие вот этой всей ликвидности. Но ставил стоп, скорее всего. Да, вот сюда тейки ставил. Давайте еще раз на 3-минутный таймфрейм. То есть я поставил, у меня соотношение прибыли 2,62, как вы видите. Мог я войти на 50%, но я обычно зажимаю маркетом сразу вот здесь вот. Что происходило далее? Меня взяло в позицию. Вот здесь вот, если мы перейдем на 1-минутный таймфрейм, у нас тоже образуется блок, и мы его здесь тестируем, поэтому все в принципе нормально. Но так как у нас этот блок уже тестирован, я понимаю, что сюда возвращаться выше мы не будем. И я переношу свой стоп вот за эту зону. Вот здесь у меня без убыток. Ну, не без убыток, а точнее здесь мой стоп стоит. То есть он у меня сократился. Что происходит далее? Все идет по плану, почти по плану. И вот тут вот меня выносит. Эта позиция закончилась небольшим убытком, но ничего страшного, идем далее. Прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать о нашем телеграм-канале. В нем вы увидите ежедневные обзоры рынка. Получите различные обучающие материалы, фишки и лайфхаки. Каждый день мы публикуем идеи для входа в сделки. Узнаете самые последние и актуальные новости рынка. Мы разбираем наши сделки и подробно объясняем причины входа. Подписывайтесь на наш канал, ссылка в описании. Этот же день, 13 число, но уже в 12:30 мы сделали полностью перекрытие нашего имбаланса, то есть сделали fulfill. Вот мы это видим на часовом графике. Я перехожу на 5-минутку. 12:35. Смотрим, что у нас происходит на Dixie. Так, это у нас старый график, сейчас я подмотаю. На Dixie мы тоже ушли вниз. И начинаем возвращаться.
смотрю евро. Что у нас здесь есть? Если я перейду на 3-минутный таймфрейм, то вот здесь у нас есть такой блок. И если у нас цена вернется сюда, ну она вернулась, я уже знаю. Но у меня идея какая была. Вот так, стоп сюда и тянем вниз. Соотношение к прибыли 3,85. Вернусь на 5-минутку пока что. Начинаем мотать. Вот тут меня берет в позицию. А вообще можно было еще войти вот так вот. То есть кидать сюда лимитку. На самом деле это не особо безопасный вход, потому что она могла пройти вверх. Если мы входили в маркетом, то это было бы более безопаснее. Что я имею в виду под вход маркетом? То есть у нас цена вернулась сюда, как только она начинает падать, я уже вижу, что у нас начинается нисходящее движение, то я мог делать зажим маркетом где-то вот в такой вот зоне. Ну и тянуть вниз. То есть на 3-минутке я вижу, что у нас как будто поглощение здесь начинается, и мы полетели вниз. И тянуть сюда. Это более безопасный вход, но для него нужно тренироваться. И у нас цена идет вниз, и вот у меня сработал первый тейк. Так, продолжим. Следующая сделка была по евро 14 числа. Смотрите, у нас в 21:00 тут был свип. Перехожу на Dixie, смотрю. 21:00, вот тут свип. Вот этот свип мы перекрываем, пересвипаем вот этой свечой в 8:30. 8:30, вот здесь вот тоже. Значит, вот здесь вот у нас евро с Dixie образует SMT. Я могу его даже подписать. То есть у нас здесь был свип. Я это вижу. И от этого свипа я предполагаю, что движение будет вверх. Что происходит далее? Ну, в 8:30 я еще не открываюсь. У меня по таймингу только в 10:00 открывается Франкфурт. Итак, у нас 10:15. Перейду на таймфрейм. Я вижу, что у меня вот здесь вот мое СТБ движение, Sell to Buy Move. Смотрите еще внимательно. У нас, если цена будет возвращаться, сейчас перейду на 3-минутку. Видите, у нас есть вот эта свеча. Вот эта свеча, это будет у нас тоже блоком. Эта свеча является блоком, потому что она снимала ликвидность. Я от таких блоков очень редко вхожу, тут я тоже не входил, просто я вам показываю, что будет дальше, чтобы вы понимали. У нас двигается цена вверх. Она доходит до этого блока и сразу улетает вверх. И тут у нас образуется свип. То есть это очень опасно, потому что здесь, когда свип, я не знаю, что будет дальше. У нас цена может также уйти вниз, потому что здесь есть свип. Поэтому я тут я еще жду, смотрю, что происходит. Вот это наше движение Sell to Buy Move. Тут тоже можно искать сделку, потому что на 15-минутном таймфрейме вот это все движение, это зона интереса. То есть можно вот так вот выделить. Ну и тут еще был ФВГ, если смотреть. Вот эта зона. Это был ФВГ. Мы это перекрываем и входим вниз. Но я не вхожу, потому что здесь такой свип есть. И пока я не увижу лонговое движение, которое будет, потому что на часе... Да, на часе у нас есть ликвидность сверху. Сверху вот здесь вот есть. Сейчас, секундочку, отмечу. Вот первая. Вот вторая. Что у нас на 15 минутке здесь? Здесь у нас какой-то блок есть, и мы как бы... Да, мы сейчас находимся в блоке, поэтому заходить в лонг опасно. Поэтому я сейчас еще жду. Смотрю, что будет происходить далее. У нас цена проваливается, и вот тут вот у нас происходит якобы разворот. Если мы перейдем на 3-минутку, мы можем увидеть, что у нас здесь
якобы у нас слом есть, но так как у нас здесь был свип, я все еще не вхожу, потому что это опасно. Я могу войти только на подтверждение, чтобы обезопасить себя. Потому что цена может развернуться и просто уйти вниз, вот так улететь. Ждем. Все, вот тут мы закрепляемся. Вот здесь вот это мне знак уже дает, что это лонговое движение. Мы идем вниз. Да, на 5-минутном таймфрейме. Вот в этот момент у нас вот эта свеча, она свипнула, вот эту свечу. Вот так вот. И вот в этот момент, когда у нас было поглощение этой свечи, происходит зажим маркетом. И цель у нас вот здесь вот. И сделка 1 к 9. Ну и все, вот так вот. И вот тут вот я закрывался 1 к 9. Да, можно было и выше, но я помню, что я вышел вот здесь вот, а выходил я здесь. Сейчас я не дотянул, я... Не помню, по каким причинам я так рано закрылся, но я просто вот здесь тейкался и все. 1 к 9 мне хватило. Перед тем, как мы продолжим, хочу вам рассказать о наших партнерах, где мы торгуем криптовалюту. Это биржа Binx. Справа вверху у вас будет видео на полный обзор всех бирж. А регистрируясь по нашей реферальной ссылке, вы получите 10% скидку на торговые комиссии и бонусы до 5000 USDT. Ссылка на регистрацию со всеми бонусами находится под видео. Важно, чтобы вы получили все бонусы, вам нужно проверить, чтобы был при регистрации введен наш реферальный код. Это проверяется вот здесь вот. Регистрируйтесь и получайте от нас бонусы. Так, далее, 16 число, евро-доллар. У нас вот здесь есть неперекрытая зона. Вот этот свип 8.45. Переходим на график Dixie. 8.50 здесь. Если я переключусь на 15-минутный, будет 8.45. У нас происходит его пересвип. То есть Dixie у нас пересвипает. Это свеча в 10.30. На евро же пересвипа нету. Ну, значит, разворот цены. Так как Dixie и евро, они взаимосвязаны. Переходим на 5-минутный таймфрейм. Что мы здесь видим? Так, пока что тут ничего. 3-минутка, листаем дальше, смотрим, что будет происходить. Так, 5-минутка. Здесь слом. Здесь у нас... Это можно... Всю эту зону, в принципе, можно выделять. Но если смотреть, у нас вот здесь вот есть неперекрытое пространство еще. Смотрим на 1-минутном таймфрейме, что происходит. Сейчас я увеличу. Вот, мы полностью перекрыли, и у нас поглощение сейчас идет. И на этом поглощении происходит зажим позиции. Стоп ставится сюда. Вообще, если более консервативно входить, то можно было вообще вот эту всю зону выделить как зону типа интереса. Взять, померить 0.5. Туда нажал, сейчас, секунду. Ну да, до 0.5 оно не дошло. Ну, можно было стоп ставить за всю зону, по факту. Но я вхожу маркетом, и эта позиция более агрессивно набиралась, поэтому стоп ставится сюда. Тут в цене уже вниз нет смысла возвращаться, поэтому я сюда ставлю стоп. А где у меня будет тейк? Вот ликвидность, вот ликвидность.
Поставим вот сюда. Да, сюда я ставил. Нет, я вру, я ставил вот сюда, вот на вот эту линию. Сейчас на 5 минутки перейду. Вот здесь я ставил. Я ставлю сюда чуть пониже. Давайте еще раз на 3 минут посмотрим, как это выглядит. Точнее, у нас поглощение. То есть, если вы видите, у нас вот здесь тоже своеобразный блок сформировался, и цена вернулась, потестировала его. Переходим на 5-минутку. Смотрим, что случилось. Да, мы сносим, перекрываем вот эту зону. Ну а дальше уже эта зона сыграла нашей FTA. Ну и тоже дальше происходит следующее движение. Так, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш YouTube канал, подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Там много различных сделок и полезной информации. И всем спасибо за просмотр. Жду ваши вопросы в комментарии. Всем хорошего дня.